Somebody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. Как вы все знаете, казахский язык собирается переходить на латинскую графику. Думаю, это ни для кого не секрет. На экране вы можете видеть последний вариант нового алфавита, который был утвержден в феврале этого года. В этом видео мы рассмотрим данный алфавит поподробнее, и я попытаюсь объяснить вам, чем же он плох. По ходу видео на экране будут всплывать пункты и вопросы, которые мы будем разбирать, и, пожалуйста, посмотрите видео до конца. И первый вопрос – почему акуты? Начнем с того, что никто не использует акуты, акуты такие черточки над буквами, для обозначения звуков и ü. Никто. Для обозначения данных звуков подавляющее большинство языков используют умлауты, то есть две точки над буквой. Их используют, как и другие тюркские языки, одним из которых мы являемся, такие как турецкий, азербайджанский, татарский, туркменский, крымско-татарский, гагаузский, так и в целом европейские языки, например, немецкий, шведский, финский, эстонский, венгерский и другие. Тут я сделал подборку слов из других тюркских языков, которые плюс-минус похожи на свои казахские аналоги, чтобы вам было понятнее. Взгляните на них. Зная, как читаются эти буквы, вы сможете легко прочесть эти слова и понять, что они означают. Вот подборка слов из разных европейских языков, которые также используют умлауты для передачи звуков и ü. Аналогично, зная, как читать эти буквы, у вас не будет проблем с произношением данных слов. Вы можете спросить, а зачем это мне уметь читать слова на других языках? Вам-то может это и не пригодится, однако лишним это уж точно не будет. Нам будет легче произносить слова на других языках и понимать тексты на тюркских языках, которые уже используют латиницу. Тоже работает и в обратную сторону. К чему это я? Повторюсь, никто не использует акуты для обозначения звуков и ü. То есть, представим ситуацию. Условный швед прилетает в Казахстан на очередную международную выставку. Проходит она уже в 2030 каком-то году, и мы уже окончательно перешли на латиницу. Все вывески, указатели, знаки, все на латинице. И видит наш швед указатель с названием улицы Сакен Сейфуллин Köşesi. Он в жизни не додумается, как произнести это правильно, хоть в его родном языке есть все эти звуки. Любой россиянин или украинец, увидев, подумает, что это ударение. Среднестатистический европеец подумает, что это удлиненные гласные. Акуты во всех языках используются для совершенно других целей, но никак не для обозначения звуков и ü. Акуты в основном используются для развлечения амонимов, слова с одинаковым написанием, но разным смыслом. Например, эль в испанском, мес в каталанском или вор в нидерландском. Также для обозначения ударения, как в том же русском или украинском языках. Для обозначения долгости гласных, как в чешском, венгерском, ирландском и многих других языках. И для обозначения уровня подъема гласных, как, например, во французском. То есть, а с акутом нигде не обозначает о с акутом нигде не обозначает и у с акутом нигде не обозначает ü. В то время как эти же буквы, но с умлаутами, в большинстве языков как раз таки обозначают данные звуки. Так зачем изобретать велосипед и отличаться? Если мы будем использовать умлауты, это сделает наш язык намного понятнее носителям других языков, как и нам станут понятнее их языки. Второй вопрос. Где гармония? В казахском, как и в других тюркских языках, существует гармония гласных, либо же закон сингармонизма. Гласные делятся на гласные заднего и переднего рядов, или же на твердые и мягкие попарно. Вот как выглядят эти пары в кириллическом алфавите. Так о чем это я? Взглянем на тот же турецкий или азербайджанский языки, которые также являются тюркскими, они оба используют латинский алфавит. Вы можете заметить закономерность в обоих языках. У твердых гласных диакритика отсутствует, в то время как у мягких вы можете видеть умлауты. То есть все довольно логично и гармонично, не так ли? Да, вы можете сказать насчет пар АЕ в турецком и в азербайджанском, но, во-первых, это и близко не сравнится с уровнем тупости, который присутствует в нашем нынешнем алфавите. А во-вторых, в турецком буква Е обозначает как и звук так и звук Тут, думаю, вопросов нет. А насчет азербайджанского, они использовали с умлаутом до 92 года, но потом им это не понравилось, так как в азербайджанском звук слишком распространенный и большое количество умлаутов, не очень выглядит. Во-первых, не всем азербайджанцам нравится эта идея, так как буква не очень распространенная и часто бывают проблемы с ее поддержкой в различных программах и шрифтах. А во-вторых, у казахского нет таких проблем с распространенностью и тем, что это может мозолить глаза. Так к чему я веду? Вот как выглядят эти пары по мягкости и твердости в нашем нынешнем алфавите. Да, сначала вопроса вроде нет, у твердых гласных акута нет, в то время как у мягких они есть. Но потом мы видим последнюю пару, и тут возникает вопрос. Почему? Для этого я вам и объяснял историю с парами АЕ в турецком и в азербайджанском. Я говорил, что это не сравнится с уровнем тупости и нелогичности в нашем алфавите. Так вот, я о том, что при всем при этом у нас есть замечательная буква Y с акутом. Почему?
Почему тогда пары не составляют вот эти буквы? Почему не эти? Или хотя бы эти, что было бы намного логичнее и гармоничнее? Почему при присутствии буквы Y с акутом пару для Y составляет совсем другая буква? В том же турецком и азербайджанском с их парами АЕ и АЭ у них нет еще одной буквы А с умлаутом, которая бы обозначала совсем другой звук. У меня не было бы такого сильного негодования, если бы буквы Y с акутом просто не было бы в алфавите. Но она есть, я просто негодую и не понимаю. Третий вопрос. Где буква С и, может быть, S с акутом? Вы можете видеть, что как таковой буквы С в алфавите нет, однако есть диграф CH, где буква С используется. Почему? Почему бы не использовать букву стандартного латинского алфавита, если есть на то возможность? Например, ее можно было бы использовать для звука Ш. Неожиданно, правда? Вы можете сказать, что это крайне тупая идея, однако у меня есть на это заранее подготовленный контраргумент. Это казахско-русский словарь 1936 года. Да, тогда мы использовали латиницу. И как вы можете видеть, для звука Ш мы использовали букву С, и было в принципе нормально. Сейчас я покажу вам еще вырезки со словаря и из книги примерно того же года, ссылки на которые вы можете найти в описании. В чем же плюс использования буквы С для звука Ш вместо диграфа SH, который используется сейчас? Ну, как самое очевидное, это просто короче. Это выглядит намного эстетичнее, и это сократит намного объемы текстов и вовлечет неиспользованную букву стандартного латинского алфавита в алфавит. Извиняюсь за тавтологию. Она лучше любых остальных возможных вариантов в виде данных букв. Почему? Потому что чем меньше диакритики, тем лучше. Будет меньше проблем со шрифтами, с расположением букв на раскладках клавиатур и так далее. Вы можете сказать что-то вроде «но ведь SH намного привычнее, это как в английском, и мне так удобнее». Ну, начнем с того, что если SH используется для звука Ш в английском, это не означает, что нам следует делать так же. Как минимум потому, что наши языки не родственные. Во-вторых, привычка – это то, что можно легко поменять. Сейчас вам привычнее так, просто из-за того, что вы это видите в английском. Но уже через месяц вы привыкнете к той же букве С, без всяких проблем, просто потому что так удобнее, чем писать две буквы. Ну и вспомним то, что в казахском немало слов с сочетанием звуков с «х». Как их писать? Как понять, когда SH это с «х», а когда «ш»? Также вы можете возразить, мол, буква С для звука Ш плохая идея, ибо буква С нигде так не используется. На что я отвечу, что буква С в принципе не имеет какого-то одного произношения. Она произносится по-разному во всех языках, где как. Все используют ее под свои нужды и не парятся о том, что «Ой, как это мы будем использовать С для звука G? Это же странно». Или «Буква С для звука С это тупо, так никто не делает». Так почему же мы должны переживать об этом? Также использование буквы С для звука Ш увеличит взаимопонятность с другими тюркскими языками, доказательство чего я приведу в конце видео. Если же вы думаете, что букву С нужно использовать для звука Ц, то нет, просто нет. Как минимум потому, что в казахском просто нет звука «ц», он встречается только в заимствованных словах, которых не так много, чтобы этот звук нуждался в отдельной букве. Можно обойтись тем же сочетанием «ts». А вообще, эти слова по-хорошему бы казахифицировать, о чем я также буду говорить ближе к концу видео. Сейчас я плавно перейду к проблеме, о которой я говорил ранее, о том, что диграф SH обозначает как и звук «ш», так и сочетание звуков с «х». Так вот, скажите мне, как понять, когда и как нужно читать этот диграф? На экране я привел несколько примеров слов с данным диграфом. Попробуйте их прочесть. Скорее всего, проблем с исконно казахскими словами у вас не возникло, и то это не точно. Плюс подумайте о носителях других языков, которые вдруг решили выучить казахский, или им надо что-то прочитать на казахском. Они, в отличие от вас, не смогут так быстро понять, как это читать. Да и вас при быстром чтении это будет очень сильно путать, не отрицайте. Так вот, как мне понять, эти слова читаются как «ашана», «щекара», «шибын», «щема» и «шоластика» или как «асхана», «схекара», «схыбын», «схема» и «схоластика»? Почему вы это так сделали? Как мне понять, как это читать и главное, зачем? Если вы настолько влюблены в эти акуты, то в чем была проблема хотя бы добавить эту букву, что уже было бы намного лучше? Уже хотя бы понятно, как читать эти слова. Ну, лучше же ведь, да? Но недостаточно. Лучше все же использовать букву «С». Насчет CH. Эта идея вполне хорошая, логика примерно та же, что и со звуком «ц». Ч встречается только в заимствованных словах, которых не так много, чтобы вводить для этого звука отдельную букву. Можно вполне обойтись и диграфом. Однако, опять же, лучше эти слова казахифицировать. Ну, те, что можно. И мне кажется, диграф совсем не обязательно включать в сам алфавит. Ну, то есть, например, в английском алфавите вы же не видите диграфы S, H, C, H и так далее. Тоже касается и немецкого, и большинства других языков, которые используют латиницу. Диграф обычно просто не включают в алфавиты.
Четвертый вопрос. Почему буква I заменила 3 буквы? То есть вот есть буква I, и внезапно она будет использоваться вместо 3 букв. 3! Правда ведь удобно, да? Окей, стоит отметить, что это касается только прописной буквы, но об этом чуть позже. Начнем с того, что неожиданно в исходно казахских словах буква «и» обозначает данные псевдодифтонги, в зависимости от мягкости слова. Не верите? Вот вам скриншотик из Википедии. Посыплю это вырезками из книг 30-х годов прошлого века. Также вы можете это увидеть во многих словарях, где есть транскрипции. Думаю, насчет этого вопросов нет. Кстати, о том, как так произошло, что вместо сочетания 2 букв мы начали писать одну, я расскажу поподробнее в конце видео. Теперь возвращаемся к тому, что заглавная буква I будет использоваться сразу вместо 3 букв. То есть строчные буквы у них отличаются, но зато прописные одинаковые. Вам не кажется это, мягко говоря, не самым умным решением? Например, как отличать прописные и краткую от Ах да, у нас уже есть ответ. Просто писать строчную «и» вместо прописной. Так мы ее отличим от Гениально же ведь, да? И все равно, что это выглядит неэстетично, что это просто непрактично и так далее. Какая вообще кому разница? Кстати, по поводу этого у меня возник еще один вопрос. Вот, допустим, есть страна Иран. Как написать название данной страны в нашем новом алфавите? Это имя собственное, следовательно, писаться должно с заглавной буквы. Но ведь тогда она может быть путана со звуком То есть нужно писать со строчной буквы? Но это же имя собственное. Как быть? Может кто-нибудь объяснить? И дело в том, что таких имен собственных пруд-пруди. Их все писать со строчной «и» теперь, что ли? Или как? Почему бы не сделать заглавную букву для тоже с точкой? Или с акутом, или обе с акутом, чтобы не было таких путаниц. Почему? Почему вы решили сделать заглавную букву для 3 звуков одинаковой? Как это вообще произошло? Кстати, следует отметить, что, походу, все надписи будут записаны наполовину строчными буквами и наполовину прописными. Привыкайте. Также хотелось бы обратить внимание на то, что буквы и краткая обозначаются одной буквой. То есть тут уже в обоих случаях нет разницы, строчная буква или прописная. Думаю, вам не надо говорить о гениальности этого решения. Например, пару слов об окончании «я». Вот как оно будет выглядеть. Не знаю, как вам, но по мне, просто супер убого. Перед вами подборка слов с данным окончанием, и скажите мне, выглядит ли это красиво и эстетично? Только, пожалуйста, не обманывайте себя. Еще упомяну данные сочетания букв. Вся суть в том, что просто непонятно, как их читать. Опять же, в который раз мы уже обсуждаем одну и ту же проблему. Так вот, эти сочетания могут обозначать как и я, ё и ю, так и я, ио, иу. Для примера возьму данное слово. Попробуйте его прочитать. Читается ли это как мио или же это мё? Непонятно. На самом деле это мё, название коммуны во Франции, и я думаю, вы поняли суть проблемы, ведь таких слов немало, и как их читать только одному богу будет известно. Немного отойду от темы, от названий к именам. Насколько я понял, иностранные имена будут записываться, используя нашу орфографию, и это в корне неверно. В плане, если имя какого-либо человека в оригинале написано на языке, который использует латиницу, то в таком случае имя должно остаться в первоначальной форме без изменений. Если же в оригинале имя записано на языке, который использует другую письменность, тогда уже имя адаптируется под орфографию конкретного языка. Например, Зигмунд Фрейд. Он австриец, и, соответственно, имя записано на немецком. Так вот, его имя пишется так на всех языках, которые используют латиницу. Хоть в английском, хоть в чешском, хоть в испанском, без разницы. Его имя не адаптирует под орфографию каждого языка, использующего латиницу, а просто оставляют как в оригинале. Также приведу в пример премьер-министра Швеции Стефана Лёвена. Вы можете видеть, что в его имени уже присутствует диакритика. Однако даже в этом случае его имя будет записано везде как в оригинале. Неважно, пишут его на турецком или индонезийском, его также не адаптируют. Теперь возьму Чайковского. Его имя в оригинале написано на кириллице, и уже в данном случае его имя адаптируется на все языки, соблюдая орфографию конкретного языка. Так вот, и о том, что мы тоже должны оставлять имена без изменений, если в оригинале они пишутся на языке, который использует латиницу. Привычка адаптировать имена у нас с кириллицы, где мы просто вынуждены их адаптировать. Однако в латинице это просто не принято. Так делают, похоже, только азербайджанцы, у которых также эта привычка осталась со времен кириллицы. Возвращаемся к основной теме разговора. Также мне непонятно, почему для «и» краткой было решено использовать букву «I» без точки. Она как минимум ни в одном языке для этого не используется. Почему бы не использовать «y», которая во многих языках для этого и используется, в том же английском, испанском и других тюркских языках, в то время как «I» без точки используется только в тюркских языках и во всех обозначает звук который и было бы намного логичнее использовать у нас для звука Пятый вопрос. Почему Y с акутом?
Казахское «у» обозначает звук «в», который аналогичен английскому «w». Вот вам пример транскрипции слова «ауа» по международному фонетическому алфавиту. И еще вырезка с Википедии. Так вот, почему, если имеется буква стандартного латинского алфавита, которая по звуку соответствует нашей «у», мы используем не ее, а диакритику? Зачем? Зачем нам лишние буквы? Стоит отметить, что в первом варианте латиницы букве «у» как раз таки и соответствовала «w», но людям почему-то это не пришлось по душе. Интересно, почему? Так вот, они приводили в пример слово «жазу», которое записывалось бы вот так. Но это неправильно. Буква «у» помимо звука «о» еще обозначает данные псевдодифтонги. В доказательство вот вам еще вырезка с Википедии. То есть, следуя той версии алфавита, правильнее было бы записать слово «жазу» вот так. Что, кстати, в транскрипциях так и записывается. Опять же, вы можете посмотреть в словарях, где присутствуют транскрипции. Я же приведу скриншот из Википедии как аргумент. Но в казахском есть такая вещь. Губные гласные встречаются только в первых слогах, однако они все равно произносятся в последующих слогах. Например, данное слово мы пишем вот так, но произносим вот так. То есть, возвращаясь к жазу, еще правильнее было бы его записать вот так. В чем меня, кстати, опять поддерживает Википедия. И не только. Опять привожу пример старой книги. Да. Также хотелось бы спросить у вас, вы никогда не задумывались, почему у глагола «оку» повелительное наклонение звучит как «ок»? Взглянем, например, на глагол «сюэлеу», повелительное наклонение которого звучит как «сюэле». То есть тут буква «у» просто убирается. Тоже работает и с другими глаголами, но почему не с «оку»? Почему повелительное наклонение не звучит как «ок»? Откуда взялась эта буква «э»? В том-то и дело, что буква «э» там, она как бы есть, но она там спрятана, хоть раньше мы ее и писали. Отсюда и взялись «ок», «ок», «окуту», «окудым» и так далее. Аналогично и с другими глаголами, например, «бетеру», «бетереп» и так далее, вы можете сами проверить. Вот вам еще пару примеров для наглядности. По сути, аналогичный случай, что и с буквой «и», которая начала писаться вместо данных сочетаний. Также хотелось бы привести в пример два самых близких к казахскому языка – каракалпакский и нагайский. Они так глаголы и пишут, вот это да, можете сами взглянуть. Ах да, если у вас есть сомнения по поводу того, что они самые близкие к казахскому языку, то я приведу пример текстов на данных языках, можете с ними ознакомиться. Думаю, вы поняли все из данных текстов, так что насчет родства вопросов быть не должно. Также пару слов о том, что использование данных сочетаний вместо просто одной буквы тупо этимологически правильно. Приведу несколько примеров. Например, данные слова в казахском и в кыргызском соответственно. Ниже приведена транскрипция. Так вот, вы можете заметить, что наше «о» соответствует в данном случае кыргызской «б». Слово «су», которое по идее должно быть записано вот так. Я привел в пример слово «су» в других тюркских языках. Как вы можете заметить, наше «о» соответствует, например, узбекской «в», каракалпакской и туркменской «в» или звуку, который, например, в турецком просто отпал. Вот вам еще скриншотик из Википедии в доказательство. Как вы можете видеть, слово «су» произошло от протюркского «суп», то есть эта буква «б» в некоторых языках перешла в звук «г», в некоторых в «у», как у нас, в некоторых в некоторых в «у», а в некоторых просто отпал. Аналогично и со словом «аос». Наше «о» соответствует либо звуку «в» в других тюркских языках, либо «г», либо звуку, который просто отпал. Опять же, вот немного этимологии. Кстати, это как бы чередование звуков прослеживается и в других языковых семьях, например, в германских языках или вот в славянских. Так к чему это я? Представьте, что англичане решили выделиться от всех остальных германских языков и решили вместо буквы W использовать, например, ту же Y с акутом. Это, во-первых, сделало бы язык намного уродливее, а во-вторых, банально бы уменьшило взаимопонятность с другими германскими языками. Или еще лучше, вместо сочетания букв WA они бы ввели одну букву Y с акутом. Что по сути мы и делаем, ведь мы тоже вводим одну букву вместо двух звуков. Надеюсь, я донес до вас свою мысль. Следующий, 6-й вопрос. Почему G с акутом? Сейчас расскажу секрет. Буква G с акутом используется в таком количестве языков. 0 языков используют. Ни один. Никто ее не использует. Почему это плохо? Чем меньше языков используют ту или иную букву, тем больше всем пофиг на нее. Она будет реже поддерживаться в различных шрифтах, программах и так далее. А когда определенная буква не поддерживается во многих шрифтах, то вот что происходит. Да даже в программе, в которой я сейчас делаю это видео, она отображается отлично от всех остальных букв, что очень сильно мозолит глаза. Почему бы не взять, например, эту букву? Она намного распространеннее, и такие проблемы возникали бы куда реже. 7-й пункт. Пара слов насчет букв К и Г. Звуки К и Г встречаются только в сочетании с гласными заднего ряда или же с твердыми гласными, в то время как звуки К и Г встречаются только в сочетании с мягкими гласными. То есть, данное сочетание букв просто невозможно в казахском.
По сути, звуки К и Г являются аллофонами звуков К и Г. Аллофоны, если проще говоря, это когда одна фонема в разных позициях дает разные звуки. Так к чему я веду? К тому, что и для звуков К и Г, и для звуков К и Г можно обойтись только буквами К и G. То есть, в сочетании с твердыми гласными они будут давать звуки К и Г, а в сочетании с мягкими – К и Г. Вы можете возразить, мол, идея не самая хорошая. Однако хотелось бы отметить то, что, например, в том же кыргызском языке используется та же логика. Или в туркменском. И ведь справляются они прекрасно. Если вы все равно настроены против, то у меня есть для вас замечательная новость. У звуков Ш и Ж также есть аллофоны. Удивительно, не правда ли? Логика та же. В сочетании с твердыми гласными мы слышим звуки Ш и Ж, а в сочетании с мягкими звуки Щ и Ж соответственно. То есть, это шар, но это щер. Это жар, но это жер. Прям магия какая-то, да? Так вот, у меня к вам вопрос. Если вам так необходимы отдельные буквы для звуков К и Г, то почему же вы не боретесь за введение данных букв в алфавит? Ведь вам же так сложно без них, да? В чем же плюсы отказа от отдельных букв для звуков К и Г? Во-первых, чем меньше букв, тем лучше. Конечно же, в меру. Во-вторых, меньше диакритики. Чем плохо большое количество диакритики, я уже говорил. В-третьих, это повысит эстетичность алфавита. Не знаю, как вам, а мне буква Q, прям глаза мозолит, если честно. Я не знаю, это субъективно, но думаю, многие со мной согласятся. В-четвертых, это будет способствовать казахифицированию иноязычных слов. То есть да, в данный момент у нас немало слов с данными сочетаниями звуков, но это не есть хорошо. Это противоречит нормам казахского языка. Окей, вы можете сказать про имена людей, названия городов и так далее, но тут я опять же упомяну буквы Ш и Ж. Они в иностранных именах, названия городов и так далее не читаются как Щ и Ж, независимо от позиции. Аналогичные буквы К и G в данных случаях будут читаться только как К и Г, ибо, как вы знаете, звуки К и Г, не самые распространенные. Еще хотелось бы вернуться к букве I, которая заменила сразу 3 буквы. Так вот, почему к ней у вас нет претензий, а к данной идее есть, хоть она и логична в отличие от той же буквы I? 8 пункт. Неэстетичность. Я не знаю, как вам, но, как по мне, данный алфавит просто жутко некрасив, неэстетичен и просто уродлив. Просто взгляните на эти слова и скажите, вам кажется их написание красивым, хотя бы нормально выглядящим? Только, пожалуйста, не обманывайте себя. Кстати, хотелось бы также упомянуть насчет данных букв, которые отсутствуют в нынешнем алфавите. Так-то решение хорошее, эти буквы встречаются только в заимствованных словах, поэтому отдельные буквы для них в новом алфавите не нужны. Однако, никто не объяснил, как писать данные заимствованные слова. По-хорошему, опять же, их следовало бы казахифицировать. Однако я не слышал, чтобы об этом говорили. И о том, как их писать, тоже не говорили. Как, например, писать заимствованные через русские слова с буквой С? Так? Выглядит-то в принципе и нормально, самое плохое еще впереди. Как насчет буквы Щ? Как писать слова с ней? Надеюсь, не так? 4 буквы вместо одной, это сильно. Обычно в языках, где нету звука «щ», его передают сочетанием «щ», что я и сделал. Однако, опять же, никто не говорил, как точно будет писаться «щ» в новом алфавите. Также упомяну то, что буква «щ» встречается в немногих казахских словах, например, в этих. Так что проблема становится еще актуальнее. Насчет мягкого и твердого знаков ситуация вообще забавная. Опять же, никто не говорил, как их писать, но логично было бы использовать «и» вместо мягкого знака и краткую вместо твердого знака, что будет звучать максимально приближенно. Однако, тут опять всплывает проблема того, что буквы и краткая обозначаются одной буквой. И понять, написано ли тут субъект или субъект, получается, не сразу. Насчет буквы такой же вопрос. Никто не объяснил, как мы ее будем отличать от звука «е». Это дуэль или это дуэль? Вы можете сказать, что я придираюсь, и вполне понятно и очевидно, что это дуэль, а не дуэль. Но вспомните мой пример со словом «схоластика», который, я уверен, вы видели впервые в жизни. Так вот, такие слова из буквы «е» вам могут встретиться, и тут уже не будет так очевидно, это звук «е» или «э». По сути, нам просто нужны какие-либо пояснения, что-то вроде «буква «е» будет читаться как «е» в казахских словах и как «э» в иностранных», но тишина, нет никаких пояснений. И последний, но немаловажный, 9 пункт – взаимопонятность. Насколько мне помнится, чуть ли не одной из причин перехода на латинский алфавит, который называли люди, было облегчение изучения казахского иностранцам и наоборот. Так вот, мы свернули куда-то не туда. Во-первых, наш алфавит настолько нелогичный и непонятный, насколько это только возможно, думаю, вы уже в этом убедились. А во-вторых, вы только усложнили изучение казахского носителям других тюркских языков. Изучение тюркских языков нам и в целом закопали глубоко под землей понятие взаимопонятности. Все тюркские языки, использующие алфавит на основе латиницы, кроме узбекского, используют общий тюркский алфавит с некоторыми изменениями. То есть, по сути, они используют один алфавит.
турки, туркмены, гагаузы, азербайджанцы, крымские татары. А те, что используют латиницу или арабскую вязь, неофициально широко используют общий тюркский алфавит для общения с другими тюрками, что в принципе делали и мы. Такой алфавит даже используется в Google переводчике в качестве транскрипции и в казахской Википедии, например. Чем хорошо использование одного алфавита? Самый очевидный плюс – это повышение взаимопонятности. Тюркские народы, использующие общий тюркский алфавит, вполне прекрасно понимают друг друга в интернете, также при путешествии в страны друг друга. Также намного легче становится изучение родственных языков. Ранее я упомянул, что узбекский – единственный тюркский язык, использующий алфавит, отличный от всех остальных. Стоит отметить, что есть еще и каракалпакский, который по сути также используется в Узбекистане. Так вот, узбеки перешли на латинский алфавит аж в 1993 году. Однако даже сейчас, в 2018 году, огромное количество людей в Узбекистане продолжает использовать кириллицу, потому что она тупо удобнее. Дело производства только частично переведено на латиницу. Книги, журналы и газеты в большинстве издаются на кириллице. Около 70% всей литературы пишется на кириллице. В рекламе, на телевидении, в интернете вообще полная неразбериха. Теперь взглянем на азербайджанский язык, который перешел на латиницу в 1992 году, всего годом ранее Узбекистана. Они используют немного видоизмененный общий тюркский алфавит, и неожиданно, но вы с трудом найдете людей, которые пишут на азербайджанском, используя кириллицу. Литература, телевидение, дело производства – все на латинице. И что самое главное, люди также пишут на латинице. Мне кажется, это о чем-то говорит. Ах да, о взаимопонятности. Я приведу в пример два столбца со словами на казахском и турецком языках, которые звучат почти одинаково, и писаться, по идее, тоже должны почти одинаково. Сравните их и скажите, догадались ли вы бы о смысле турецких слов, если бы не был предоставлен их перевод на казахский? Да и просто согласитесь, что турецкие слова выглядят намного эстетичнее. Так вот, момент, к которому я вел на протяжении всего видео. Другой алфавит. Как вы уже поняли, нынешний алфавит содержит большое количество ошибок и недочетов. Я хотел бы показать вам данный алфавит. Алфавит от группы ребят из Kazakh Grammar. В данном алфавите отсутствуют все те проблемы и недочеты, которыми грешит нынешний утвержденный алфавит. Ну и хотелось бы вам показать снова сравнение ранее приведенных слов из казахского и турецкого языков. Та-дам! Теперь данные слова больше похожи друг на друга, как и должны. Также казахские слова стали короче, уменьшилось количество диакритики, ну и выглядеть они стали визуально лучше. И еще раз сравнение с утвержденным алфавитом. Сейчас мы пройдемся по каждому пункту разбираемом видео и сравним нынешнюю латиницу и латиницу от Kazakh Grammar с другими тюркскими языками, использующими латиницу. Думаю, вы убедились в том, что латиница от Kazakh Grammar лучше по всем этим пунктам. О том, почему мы стали писать «и» вместо данных сочетаний и «у» вместо данных сочетаний. Если коротко, русификация. Если поподробнее, то очень рекомендую вам прочитать данную статью, ссылку на которую я оставлю в описании к видео. Зачем было это все? Ну, я очень надеюсь, что это видео увидят как можно больше людей, чтобы они убедились в том, что утвержденный вариант латиницы, крайне убог. Вы могли не согласиться с одним, с двумя пунктами видео, однако я уверен, что хоть с какими-то вы согласились, чего уже достаточно для того, чтобы начать негодовать и возмущаться. Да, вы можете сказать, что уже поздно, так как этот алфавит утвердили, но все предыдущие варианты алфавитов также были утверждены, но это не помешало их заменить позже из-за недовольства людей. Так что не поздно, никогда не поздно начать высказывать свое мнение насчет тем, которые важны лично для вас, для всего народа в целом. Поэтому, пожалуйста, помогите распространить данное видео, отправьте его друзьям, коллегам, родственникам, покажите родителям, бабушкам, дедушкам, выложите пост об этом в своих социальных сетях с данным хэштегом. Я очень надеюсь, что это видео хоть немного изменит ситуацию. И еще пара слов. Я не профессиональный лингвист. Я вообще не лингвист. Я всего лишь человек, которому не безразлично будущее его языка и языка его страны. Да, в видео могут быть какие-либо лингвистические ошибки, однако это не отменяет всех проблем данного алфавита. Если вы досмотрели видео до этого момента, то хочу вам сказать огромное спасибо. Спасибо за то, что вам не безразлично будущее нашего языка, и, опять же, ссылки на все источники в описании к видео. Пока.